Всем здравствуйте! Вы снова на канале Честный Трейдер. Сегодня разбираем самый популярный торговый индикатор. Это экспоненциальная скользящая средняя линия с длиной 200. Все, конечно, знают, как работает скользящая средняя, но мало кто задумывается над тем, как меняет нашу торговлю этот индикатор. Согласно техническому анализу, скользящая средняя используется как индикатор тренда. Если цена находится выше скользящей средней, это восходящий тренд. Если цена находится ниже скользящей средней, то это нисходящий тренд. Мы решили проверить, как меняет результат торговли этот индикатор, и для этого провели два теста. Хочу особо отметить, что результат данного теста имеет больше отношения к скальпинговой торговле, нежели чем к обычной. Мы уверены, что результат вас очень удивит, и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и поделитесь этим видео со своими коллегами. Для наших тестов мы будем использовать простую стратегию популярного автора. Его стратегия имеет очень большое одобрение среди трейдеров. Для первого теста мы возьмем простую стратегию и совершим по ней 100 сделок без индикатора 200 EMA. Для второго теста мы возьмем эту же стратегию и добавим на нее индикатор 200 EMA и также совершим 100 сделок. В этой стратегии автор использует отношение прибыли к убыткам как 1 к 1, но в этом случае всю нашу прибыль может сожрать комиссия. Поэтому в нашем тесте мы будем использовать отношение прибыли к убыткам как 3 к 2. Так, согласно нашей стратегии, для того, чтобы открыть сделку на продажу, необходимо, чтобы линия MACD пересекала сигнальную линию сверху вниз, и это пересечение было выше нулевой линии. А индикатор SAR был выше цены. Здесь это соблюдено. Мы открываем сделку на продажу. Отношение прибыли к убыткам как 3 к 2. Здесь мы видим прибыльную сделку. Аналогично, для того, чтобы открыть сделку на покупку, необходимо, чтобы линия MACD пересекала сигнальную линию снизу вверх. Это пересечение было ниже нулевой линии. И цена находилась выше индикатора SAR. Здесь это соблюдено. Мы входим в сделку на покупку. Отношение прибыли к убыткам как 3 к 2. В итоге здесь тоже прибыльная сделка. Важно понимать, что мы не входим в сделки, когда индикатор SAR находится очень далеко от цены, чтобы уменьшить наши риски. Перед тем, как посмотреть тест стратегии, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал и поставьте колокольчик. Это очень сильно нас мотивирует.
Итак, после завершения теста не совсем удачной стратегии, на которую мы потратили 21 день, мы видим, что винрейт у нас составил 49%, и с учетом комиссии наш капитал вырос на 5%, что совсем неплохо для данной стратегии. Для продолжения проведения нашего теста мы добавляем на график линию 200 EMA, и теперь входим в сделку на покупку, если цена находится выше 200 EMA, и входим в сделки на продажу, если цена находится ниже 200 EMA. И после полного теста нашей стратегии с индикатором EMA 200, на который мы потратили 40 дней, мы видим, что теперь у нас образовался убыток почти 8%. Винрейт составил всего лишь 43%. В итоге одна и та же стратегия при тесте без индикатора 200 EMA имеет винрейт 49%, и на тест 100 сделок мы потратили 21 день. Эта же стратегия с индикатором 200 EMA имеет винрейт всего лишь 43%, и на тест мы потратили 40 дней. Конечно, мы не утверждаем, что индикатор 200 EMA портит каждую стратегию,
Но стоит задуматься, прежде чем добавить в свою стратегию сильно устаревший, сильно запаздывающий индикатор как определитель тренда. Спасибо, что посмотрели данный разбор. И, пожалуйста, поделитесь этим видео со своими коллегами. Мы уверены, что оно будет полезно для многих. И подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, какие стратегии рассмотреть в будущем.